В одном шумном рыночном квартале пятилетняя девочка по имени Лиза заметила заброшенную немецкую овчарку. Собака была прикована цепью, выглядела грустной и запуганной. Лиза, чутко относившаяся к животным, обратилась к своей маме, Марине, с просьбой забрать его домой. Марина наблюдала за дочерью, понимая, как сильно Лиза переживает за бедных животных. После короткого раздумья она согласилась. Подошли к собаке, и Лиза, наклонившись, осторожно протянула руку. Пес, настороженно принюхавшись, позволил себя погладить. Лиза почувствовала, что между ними возникла связь. Она обратила внимание, что рядом был продавец, который, судя по всему, был хозяином животного. «Это ваша собака?» — спросила Лиза у мужчины. Он кивнул, не особо заинтересовавшись, и сказал, что собака ему не нужна. Лиза же спросила, может ли она ее погладить. Продавец пожал плечами, и девочка вернулась к Зевсу, как она его назвала. Каждое ее посещение рынка стало для собаки утешением. Они с Лизой все больше привязывались друг к другу. Прошло несколько недель, и родители Лизы начали обсуждать возможность взять собаку домой. Они понимали, что это будет нелегко, так как Зевс нуждался в лечении и уходе, но решимость Лизы была неизменной. В итоге они подошли к продавцу с просьбой отдать собаку. Мужчина, казалось, был рад избавиться от нее и без всякого сопротивления согласился. Лиза радостно сняла с собаки цепь и повела ее к машине, тихо шепча: «Ты поедешь с нами домой». В машине Зевс положил голову на колени девочки, и Лиза чувствовала, как их связь становилась крепче. Но возвращение домой оказалось только началом их пути. Зевс с его болезненным прошлым был пуглив и не доверял новым людям. Он вздрагивал от громких звуков и нервничал, когда кто-то пытался его погладить. Лиза проводила с ним много времени. Читала, говорила, играла. Со временем собака начала привыкать, и хотя его поведение было непредсказуемым, семья решила обратиться к специалисту по поведению животных, доктору Ольге Тейлор. Доктор Тейлор осмотрела собаку и объяснила, что его поведение было следствием пережитых травм. Она предложила план реабилитации, основанный на положительном подкреплении и постепенном приучении к новому окружению. Прогресс был медленным, но заметным. Зевс становился все более уверенным. Он даже начал играть с Лизой. Однажды, когда они играли во дворе, Зевс впервые сам предложил игру, подбежав к Лизе с мечом в зубах. Это было для Лизы настоящим моментом счастья. Прошло несколько месяцев, и хотя Зевс стал гораздо спокойнее и дружелюбнее, однажды его поведение опять резко изменилось. Когда соседи шумно вывели кошку, Зевс взорвался, и Лиза, пытаясь его остановить, погналась за ним. Внезапно она не заметила приближающейся машины. И только Зевс, почувствовав опасность, в последний момент успел сбить ее с пути, спасая жизнь Лизе. Это было настоящим подвигом. После этого случая Зевс окончательно завоевал любовь семьи. Его мужественный поступок изменил все отношение к нему, и он больше не был просто собакой с трудным прошлым, а стал настоящим защитником. Но однажды, прогуливаясь в парке, Лиза столкнулась с тем самым продавцом. Он попытался забрать Зевса обратно, заявив, что это его собака. Лиза твердо заявила, что теперь Зевс — ее питомец, и они с ним вместе, несмотря на угрозы. Когда мужчина попытался подойти, Зевс встал перед Лизой, защищая ее. Лиза пообещала, что никто не отнимет у нее собаку. Через несколько месяцев в городе организовали ярмарку домашних животных. Семья Лизы решила принять участие, надеясь, что Зевс покажет свои таланты. На ярмарке был стенд с соревнованиями по аджилити. Лиза подошла к тренеру, и тот предложил попробовать Зевса на трассе. Зевс оказался невероятным. Он с легкостью преодолевал все препятствия. На фоне его успехов семья стала получать предложения от дрессировщиков. Но старый хозяин Зевса снова начал угрожать,
видя, как животное изменилось. Он появлялся на тренировках, кричал, что Зевс его. Семья Лизы поняла, что нужно защитить свою собаку законным путем. Они обратились к адвокату и в суде представили доказательства жестокого обращения с животным, включая фотографии и свидетельства. Суд вынес решение в их пользу. Зевс остался с Лизой навсегда. Это было важной победой, но дальше следовало расследование в отношении бывшего хозяина. Выяснилось, что он действительно был известен своими жестокими методами обращения с животными. Общественное мнение резко изменилось в пользу Лизы и ее семьи. История Лизы и Зевса стала примером силы любви и сострадания, вдохновляя других на помощь нуждающимся животным. Зевс, бывший покалеченным и забытым, теперь был частью счастливой семьи, а Лиза больше не могла представить свою жизнь без своего верного друга.